Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 6 по 12 июля. Давайте посмотрим, что же тельцов ожидает. Какие вам карты сегодня в нашем раскладе выпадут, что интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что это расклад, который является общим, он не персональный, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Пишите в ваших комментариях, насколько вам это видео подошло и насколько оно резонирует с конкретно вашей ситуацией. Кроме того прочего всего, да, что я говорю, вы можете подписаться на мой YouTube канал, а также можете поучаствовать в акции, которая проходит сейчас на моем YouTube канале. Кому это интересно, почитайте условия. Они касаются даты рождения вашей или вашего близкого человека, который вас интересует, и непосредственно нумерологического разбора даты рождения именно через призму Таро, да, то есть как бы через карты Таро. То есть не расклад, а именно нумерологический разбор. Итак, давайте посмотрим, тельцы, что же вас ожидает. Неделя с 6 по 12 июля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас карта восьмерка жезлов, карта стремительных, быстрых событий, которые есть в самом начале недели. Возможно, очень динамичное начало недели и ваша настроенность на быстрый, скорый результат. Возможно, прогресс в делах, прогресс в отношениях или прогресс в общении в каком-то. Возможность заводить новых друзей, новые знакомства. То есть здесь очень динамичное начало недели по этой карте, по восьмерке жезлов. Давайте посмотрим, что еще здесь очень явно может быть. По десятке мечей здесь есть уход от какой-то негативной ситуации, и ваше решительное действие и такой настрой, чтобы по карте восьмерка жезлов что-то кардинально, быстро, да, менять в вашей жизни в лучшую сторону. И по восьмерке жезлов это очень стремительно происходит. То есть вы уходите от чего-то негативного, стрессового, от чего-то, что доставляло, возможно, много неприятностей и вызывало у вас отчаяние, да, какое-то бедствие или какая-то неприятность, которая была в прошлом. Но вы идете к солнышку, к лучшему, к позитивному, к оптимистичному чему-то. И настроены на успех, скорее всего, вы можете заручиться поддержкой ваших близких, поддержкой там, ваших знакомых или друзей, коллег, потому что по тройке кубков вы имеете рядом людей, которые готовы совместно там, за ваши успехи радоваться или какие-то совместные усилия прилагать для достижения совместных целей. Ну, то есть здесь вот кубки они поднимают, то есть что-то отмечают, веселятся, радуются. Здесь какие-то успешные события могут быть, которые и вы хотите, может быть, отметить или поделиться чем-то, что в вашей жизни происходит радостного. И тут же карта колесница, карта знака Рак. У кого-то может быть приглашение на день рождения к человеку знака Рак. Вы едете, отмечаете это событие. Может быть, здесь успех в делах, поэтому колесница, прогресс в делах, какой-то рывок вперед к цели, к успеху, к победе. И вы отмечаете эти первые шаги, успешные какие-то. Может быть, не первые шаги, но здесь успешный какой-то рывок вперед, который у вас есть. И может быть, он как раз происходит благодаря вот тому, что вы в коллективе, в социуме совместно с другими это делаете. Ну, достаточно хорошая карта. Дальше идет карта восьмерка пентаклей. Человек, который трудится, делает деньги, монетки кует, да, создает нечто своими руками, то есть работает над чем-то, получает за это деньги, получает хорошую оплату. То есть это успешная работа, успешная занятость, приносящая деньги. Это удача, которая вам здесь сопутствует в этот день, в среду. Можно хорошо вот по этой карте чему-то учиться, совершенствовать свои навыки, чтобы больше зарабатывать. И вместе с королевой жезлов, которая огненной стихией является и может говорить про огненный знак зодиака и общение с огненным знаком. Да, это львы, овны, стрельцы, к тому же лев еще и в четверг выпадает. Но также это и работа, это целеустремленность, это
весь этот огонь, который вы направляете, свой, да, все свои вот энергии, всю свою силу направляете на выполнение какой-то работы, какой-то задачи, да, на достижение успехов, в чем бы то ни было. И карта сила, карта уверенности тоже в своих силах, в своих амбициях, такая уверенность в себе и какой-то эмоциональный подъем, который вы здесь испытываете, вот той силы, которой здесь обладаете. А может быть, умение на кого-то повлиять, оказать воздействие, оказать влияние. И сила, которую вы проявляете здесь, она не так физическая сила, как эмоциональная, духовная или какая-то вот такая на доверительном уровне сила. Да, умение повлиять, умение оказать влияние на другого человека. Карта сила. Давайте посмотрим, что еще здесь у тельцов может быть. Карта пятерка мечей, потом переходит в пятницу карта смерть. То есть может быть у вас день разделен как бы на два этапа, то есть какие-то сложности к вечеру, какие-то как проблемы, из-за чего голова болит по пятерке мечей. Может быть вы здесь стараетесь посмотреть своим страхом в глаза, о чем вы переживаете, да, боитесь в чем-то потерпеть крушение, проиграть, но стараетесь при этом не терять своей уверенности, да, своих сил. Может быть, по пятерке мечей что-то здесь к вечеру не получается все-таки сделать и заставляет вас в пятницу как будто бы прийти к необходимости от чего-то отказаться, что-то прекратить, да, что-то завершить. Также пятерка мечей с силой здесь может показывать про то, что вы хотите победить в чем-то любой ценой, то есть прикладывая неимоверные усилия, даже там, где это очень тяжело. И карта смерть, необходимость что-то прекратить, завершить, может быть в пятницу, может что-то касается человека знака Скорпион или какие-то переживания, связанные с таким человеком, потому что все-таки карта смерть, да, она соответствует этому знаку зодиака. Но тут же есть у вас и паж жезлов, то есть готовность здесь при необходимости рискнуть, чтобы что-то кардинально поменять, трансформироваться, изменить в себе по пажу жезлов. Это готовность меняться и быть пластичными, это готовность здесь и смелость от чего-то отказаться, потому что это тоже нужно иметь смелость, да, что-то из своей жизни выбросить, исключить, да, от чего-то отказаться, как будто бы вы готовы здесь это сделать, вы наполнены энтузиазмом и желанием именно так поступить. И карта девятка пентаклей, карта материальной выгоды, это тоже по сути карта успеха, успеха материального, возможности получать какие-то выплаты за свои деньги, возможность себя порадовать материальными какими-то благами, то есть что-то себе купить, чем-то себя потешить таким материальным, да, какие-то покупки, которые сделают вас счастливее, что-то поменять в себе, там, в своем имидже. Вот она, девятка пентаклей. Ну и в целом это любого рода успех в работе, в делах, то есть успешность, какой бы она ни была, успешные какие-то встречи, которые вы можете здесь с кем-то осуществлять, да, но в любом случае очень хорошая карта, еще и карта колесо фортуны здесь, то есть успешные события, успешное стечение обстоятельств, какие-то хорошие здесь моменты для вас радостные по колесу фортуны, вселяющую в вас уверенность в дальнейших успехах, да, и успешных событиях. И дальше карта принцесса кубков или паж кубков, может быть водный знак зодиака, который здесь имеет какое-то отношение к этой ситуации на неделе для вас. Это раки, рыбы или скорпионы. Либо по пажу кубков какая-то информация, которая к вам приходит, она скорее всего как хороший шанс, хорошая возможность или хорошее сообщение, или как хорошая возможность что-то исправить в лучшую сторону, да, как хороший такой вот импульс, который вам дается от Вселенной, хороший шанс, который вам здесь приходит. И с десяткой жезлов вам нужно действовать смело и решительно, чтобы эту возможность принять. Хотя также по принцессе кубков здесь может быть у вас сомнения, стоит ли соглашаться здесь на что-то. Вы, может быть, чувствуете, что соглашаясь на что-либо здесь, вы себя будете обременять какими-то обязательствами или дополнительной работой, и вам может быть это в тягость по десятке жезлов. Также здесь может быть момент недопонимания какой-то с человеком младше вас, может быть водного знака, раки, рыбы или скорпионы. Да, то есть какой-то момент, где вы что-то чувствуете как скрытность в общении с таким человеком по этой карте. Паж кубков. Может быть сложности, как тяжесть, сложность что-то исправить, как будто бы вам в тягость что-то исправить. Вот есть шанс что-то исправить, а вам не хочется, или вам тяжело, или вы понимаете, что вы таким образом, если там с кем-то в ссоре и будете идти мириться, что вы на себя водрузите опять груз каких-то обязанностей, каких-то вот не знаю, сложностей, трудностей, которых можно было бы избежать, если этого не делать.
Так, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для тельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.